Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такое небольшое видео по просьбе моих подписчиков. Попросили меня рассказать, снять, показать, как можно проверить качество ELM адаптера, да, вот который, например, в том же Darku у меня используется, да и вообще там ForScan, в других программах, которые по протоколу BD2 и по другим протоколам обмениваются, да, с информацией через диагностический разъем. Вот решил я, скажем так, снять небольшое видео, как проверить, что вам пришло, скажем так, с Алишки, как может быть спор начать с продавцом, если пришло не то, что надо. Вот у меня есть два адаптера. Это мой адаптер, уже старенький довольно, того я убрал уже довольно давно. Попросили меня просто знакомые купить еще один. Вот пришел вот новенький адаптер. Вот я на примере него расскажу, как проверить его, скажем так, качество, то есть соответствует или нет. Ну, поначалу небольшая такая теоретическая часть, как выбрать. Ну, во-первых, не берите самый дешевый, это само собой, но самый дорогой тоже не показатель. Второе, в Китае, как мы знаем, это клоны. То есть, если вы возьмете хороший адаптер, да, вот все знают, кто не знает, объясняю, выбираете версию 1.5, это клоны, но их зависит от их качества. Потому что оригинальные, естественно, они стоят других денег. На что нужно обратить внимание при покупке адаптера? Ну, первое, ну, это лично мои советы, может кто-то другие мнения посчитает. Ну, во-первых, смотрите, ну, задавайте вопрос, во-первых, смотрите по фотографиям, да, ну и задавайте непосредственно прямые вопросы продавцу. Так вот, сначала вы смотрите, ну, задайте и смотрите по фотографиям, если это видно. Во-первых, берите двухплатную. Вот если обратите внимание, да, вот на прозрачный, почему я такой вот брал, да, голубой, две платы должно быть. Потому что если одна, да еще и чип, так называемая капелька, то это, скорее всего, скажем так, дешевый вариант. Во-первых, вы не смотрите на версию, да, вот я говорю для тех, кто, наверное, может первый раз сталкивается. Чем версия выше, это не значит хорошо. Обращайте внимание, что была версия 1.5, потому что есть версия 2.1, это однозначно хуже. Чем хуже? Не все протоколы поддержат, не все будет у вас считывать. Поэтому берите версию 1.5. Второе, как уже сказал, две платы, да. Второе, это хороший клон чипа оригинального. Понятно, что это не оригинальные чипы, да, но хорошие клоны. Третье, спросите у продавца, поддержит ли он список ITT команд. Это, ну, чуть позже я вам покажу, да, что за команды, где их вводить. Ну, вообще, внизу в описании к видео я дам ссылки на нужные информации. Ну, во-первых, я дам ссылки, где я брал вот этот адаптер, да, я уже проверял это для знакомых. Не знаю, могу, конечно, дать вот этот, он подешевле был, но я раньше покупал, когда еще курс был другой. Сейчас я не рискнул там брать, не знаю, мне продавец как-то не очень стал нравиться. Я на AliExpress выбираю вещи довольно серьезно, ну, как бы придирчиво, по рейтингам, по отзывам. Во-первых, отзывы стараюсь читать только отрицательные, положительных читаю мало. Но не суть. Дам ссылку, если хотите, на то тоже вам дам магазин, да, ну, разница вот в цене этим и этим, это примерно 2 раза. Вот этот я брал, ну, в районе 600 рублей. Тот у меня был 300. Третье. Спросите у него, поддерживает ли он программу ForScan. Даже если у вас не Ford. ForScan это такая программка, даже для смартфона, если вы можете на смартфоне, если у вас магнитолы такой нет, да, если магнитолу уже заказали, такую, ну вот я говорю, меня подписчики спрашивали, у кого такая магнитола чаще, поддерживает программу ForScan, даже если у вас не Ford, это диагностическая программа для Ford, просто у ForScan программы, там многие команды, которые, скажем, может адаптер не обрабатывать, это по-российски рассказываю. Представьте, что все он вам написал, все хорошо, вам пришел адаптер. Теперь приходим к тому, с чего я начал. Как проверить?
Ну, для начала, естественно, вставляем его в разъем. Так вот, вставили в разъем. Теперь заходим в программы, которые уже установили. Вы можете игру поставить еще раз на смартфоне. Я прямо покажу на своей магнитоле. Ну, вот первые две программы совсем древние, так скажем, да. Это ELM Scan Adapter. Ну, какой, скажем так, проверяли совсем простейшая проверка, но хотя бы примерно дает представление о том, что это такое. Есть ELM Scan Adapter, идентифициальный Scan Adapter, вторая, более продвинутая, но она похожа, они две похожие, одинаковые программки. И есть программа ELM 327 Chat, там, где вы можете вводить сами команды. Еще раз говорю, я вам чуть попозже ссылки все дам. Когда я буду в этой программе показывать, да, я просто объясню, что можно не руками вводить. Конечно, можете вводить руками. Но можно не вводить руками, а просто загрузить список команд. Итак, давайте начнем по порядку. Да, вот вам пришел адаптер. Вы посмотрели, все нормально, две платы. Чип вроде как прослеживается. Здесь вы даже можете открыть, посмотреть. А теперь начинаем проверять. Ну, начинаем проверять от малого к высшему. Да? Еще раз запускаем. ELM идентифицир. Да, вот получается вот такая вот у нас получается окно программы. Выбираем соединиться. Выбираем наше соединение. Ну, я всегда советую брать, берите Bluetooth. Почему, еще раз? Хотя кто-то скажет, что Wi-Fi лучше. Я раздаю обычно свою магнитолу в интернет по точке доступа. То есть у меня смартфон, точка доступа появляется, и интернет на магнитоле через Wi-Fi. Если у вас будет интернет подключен по Wi-Fi, у вас не будет считываться ELM адаптер. Поэтому лучше берите Bluetooth. Это мое личное мнение. Выбираем Bluetooth, смотрим сопряженное устройство, либо сканируем, да, первый раз. Ну, этот тест вам не нужно. Вот он будет у вас смотреться ОБД2. Ждем соединения. Мы его ставили недавно, он мне, естественно, не сразу. Вот он соединился, прочитал адаптер, видите, написано разъединить. Дальше пошла отправка команд. Вот такая вот получается графа. Начало должно быть зеленое. Дальше, после 1.4 и выше, должно быть красное. Вот это, так называемая следующая версия, это ерунда. Не смотрите. Если здесь зеленое, значит, скорее всего, уже на этой стадии вы поймете, что это, скажем, не то, что вы хотели. Так, смотрим, да, видите, пишет. Типа, он говорит, я, email, вот видите. А версия 1.5. Ну, китайцы научились делать, что любой абсолютно может говорить это. Поэтому мы запускаем следующую проверку. Дальше запускаем вот вторую программу. Она немножко станет посерьезнее, хотя похожие принципы те же самые. Да? То есть другой интерфейс, но принцип похожий. Да? Обе программки можно сказать Google Play. Выбираем наш тип соединения. Только совместим убираем. Не надо, она может глюкануть. Не знаю почему. Выбираем тип. По-моему, даже первый. Не помню, по-моему. Да, первый можно выбирать даже. Security. Так, вот он соединился. Получил информацию от адаптера. Ну, информацию, говорю, это то, что зашили сами китайцы. Это не обращайте внимания. Дальше он отправляет отправку, видите, стандартных команд и получает ответы. Похожий, видите, как похожий абсолютно интерфейс с предыдущей программой. Но считается, что вроде как вот эта программа, адаптер, валидатор, он как бы более серьезно сканирует. Хотя я не знаю. Надо, как говорится, дело, наверное, вкуса. Следующая вот программа, которую покажу, она более серьезная. Ну вот, мы ждем, да, когда он ответит. Тут еще, кроме отправки команд, получения ответа, там еще отклик. Есть на Али другие адаптеры, не ELM-овские. Если кому надо, я скину, могу ссылку, которые сами китайцы уже разработали, и вроде как даже отклики у них получше. Так, видите, прошло, да, он написал совместимость средняя, вот на что время, да, 54 секунды, это многовато, то есть как, такой, ну, нормальная работа, но чем меньше, тем лучше, да. Видите, что он писан? Опознан как клон версии 1.4, то есть он виден как клон, да, опознался версии 1.5, да, клон 1.4, версия 1.5. То есть, в принципе, смотрим, вторую проверку тоже прошел.
то, что мы хотели, да, вот 1.4 закончился зеленый, дальше пошел опять красный, как в предыдущей программе. Дальше начинается третье. Ну, ForceScan я показывать не буду, хотя вот он, у меня сколько ForceScan Lite стоит, но, в принципе, вы можете сами запустить, но вот эта программа более серьезная, ELM Chat, где вы вводите список команд. Сначала также берем, подключаемся, да, выбираем нашу BD2, ждем подключения. Пока ждем, я вам расскажу, что почему это лучше, да. Во-первых, я, как уже сказал, дам ссылки внизу. Вот эта программа, да, она как бы урезанная, там специальные программы для российских, скажем, моделей, и там другие протоколы, не только BD2. Так, видите, да, подключился. Его не подключили. Подключить. Подключен, да, он просто через какое-то время отключился. Так, отправить список команд. Можете вводить свои команды. Можете посмотреть в интернете. А можно выбрать список команд. Там я вам ссылку сделаю в папочку. Ну, можете отсюда посмотреть. Вот моя папка. Текстовый файлик со списком команд. То есть не обязательно вам вводить вручную. Выбираете этот список команд. Окей. И пишите «Отправить уже список команд». Вот он начинает тестировать. Закончилось. Смотрите. Здесь главное что? Он должен на все команды, видите, сначала пишет эти названия, потом версия его, и дальше пошел список команд, которые вы можете, говорю, еще раз вводить руками. Он должен отвечать «Ок». Если на какой-то из этих команд нет ответа «Ок», там, название адаптера, либо там error или еще что-то, значит, это не версия 1.5. Значит, можете смело вот снимать видео вот этой, хотя бы даже этой программы, не обязательно эти двух, снимать, отправлять китайцам и требовать возмещения. Вот она, конечно, вот она закончилась, да, видите, последняя команда, он на нее не отвечает. ITMA, он не отвечает на нее. Если на него что-то ответил, вот еще раз ключевая фраза, да, если он на нее что-то ответил, это уже не, скажем так, оригинальный клон, так назовем. Я еще раз скажу по ссылке, я вам скину внизу в описании, пойдете, почитаете, где это описывают сами разработчики. Он на нее не отвечает. То есть вы нажимаете 2 раза ввод, и он вам напишет stop it. Видите? Если он не написал stop it, а написал, например, вот такую версию, да, как на команду ITZ, версия adapt, это тоже не, скажем так, оригинальный клон, так назовем, да, то есть это не версия 1.5. То есть смело можете требовать возмещения. Вот, в принципе, что я хотел вам рассказать. Что касается проверки качества адаптера. Ну, это тоже, в принципе, можно проверять оригинальный адаптер. Что касается проверки качества адаптера. То есть, еще раз в конце сделаю, да, задаете вопросы. Я вам сказал, какие, да. Второе, смотрите, чтобы было 2 платы. Какой чип. Задаете вопросы. И третье, проверяете. Во-первых, открывайте всегда по ссылку под видео. Это не только на адаптер, это вообще с любой алишки, да вообще любые делайте. Возьмите за правило. Я просто много замечал ситуаций, люди открывают прямо на почте посылку, потом удивляются, почему отказали спор. Всегда идете с посылкой домой, даже как бы вам не хотелось все сразу открыть. Открываете ее под видео, чтобы убедиться, что вам прислали то, что надо. Вы показываете с всех сторон, какие-то, возможно, там номера у вас есть и что. Чтобы потом, когда вы вставляете, например, конкретно если адаптер в разъем, это было видно, что это не левый какой-то. Могут сказать, что это не вы какой-то купили где-то непонятно. И потом, когда вы прикладываете видео, если будете спорить, вам 90%, скорее всего, с вами согласятся. Ну и, соответственно, если у вас адаптер на руках, он не оригинал, не требуйте 100% возвещения. Вряд ли дадут. Требуйте хотя бы половину. Ну вот, в принципе, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Выбирайте, покупайте, не нервничайте, делайте все последовательно и обдуманно. Всем удачи, до новых встреч, пока.